Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить гуляш. Он пришел к нам из венгерской кухни, но за это время претерпел столько изменений, что сейчас сколько хозяек, столько рецептов этого блюда. Тем интереснее, он у каждого разный, и поэтому я хочу с вами поделиться именно своим рецептом гуляша. На килограмм говядины нам понадобится 1 морковь, 1 болгарский перец, 3 помидора небольшого размера, 2 средние луковицы, 2 столовые ложки муки, 3-4 дольки чеснока, 1,5 чайной ложки соли, чайная ложка перца, чайная ложка молотого кориандра и стакан воды. Приготовление начнем с нарезки мяса, и, конечно, для гуляша нужно выбрать хороший кусок мякоти говядины. Причем нужно обязательно срезать все пленки, жилки, жир и все ненужное. В гуляше мясо должно просто таять во рту, поэтому все лишнее убираем. Дальше нарезаем мясо поперек волокон и довольно крупными кусочками. Примерно вот такого размера. Конечно, мясо можно нарезать и помельче, так быстрее гуляш приготовится, но мне кажется, он вкуснее именно тогда, когда мясо нарезано довольно крупно. И дальше обжарим мясо в сотейнике или глубокой сковороде на небольшом количестве растительного масла на достаточно сильном огне. Когда мясо выпустит жидкость, добавляем немного горячей воды и накрываем его крышкой. Убавляем огонь до среднего и тушим его 1,5–2 часа. Лучше это сделать подольше. Время от времени нужно его помешивать и добавлять немного воды, если она выкипела. А пока мясо готовится, займемся овощами, и их я нарезаю тоже довольно крупно. Перец разделю на 4 части и нарежу соломкой. Все семена мы, конечно же, удаляем. И нарезаем соломкой толщиной примерно полсантиметра. Лук я нарезаю кубиками и тоже довольно крупного размера. Многие для гуляша морковку трут на терке, но я люблю, когда она нарезана соломкой, так же как и перец, но немного потоньше. Сначала я нарезаю ее кружками, а затем кусочками. Так как помидоры быстро тают в гуляше и теряют свою форму, их нарежу крупными кубиками. Нам осталось только измельчить чеснок. Можно это сделать через пресс, но я предпочитаю его мелко нарезать ножом. После 2 часов тушения мясо становится уже очень мягким, ну а нам его теперь нужно обжарить вместе с овощами. Сначала в него добавим половину соли, половину перца и половину кориандра. Все тщательно перемешаем, увеличим огонь и обжарим до золотистого цвета. Если понадобится, можно добавить немного растительного масла. Теперь добавляем лук и обжариваем до полуготовности. Дальше добавляем морковь, также ее слегка обжарим. Теперь добавляем болгарский перец и все еще немного потушим под крышкой. Теперь добавим помидоры, чеснок и оставшиеся приправы. Все тщательно перемешаем и потушим еще пару минут. Все, нам осталось приготовить только подлив для гуляша. Для этого нужно муку постепенно разбавлять водой и размешивать, чтобы не было комочков. И таким образом добиваемся однородности. И теперь в гуляш добавляем немного горячей воды и нашу основу для подлива. Все хорошо перемешиваем, чтобы не образовалось комочков, и даем потушиться гуляшу еще минут 20. Густоту гуляша можно регулировать количеством воды и муки. Кто-то любит более жидкий подлив, и чтобы его было много, кто-то старается сделать гуляш более густым. В общем, все зависит от ваших вкусов. Украсим гуляш зеленью, которую любим, например, петрушкой. Мясо по этому рецепту просто тает во рту. Гуляш получается очень вкусным, насыщенным и ароматным. Интересно, схож ли этот рецепт с вашим? Пишите мне в комментариях, мне будет интересно почитать. Также поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал.
Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты, а также заходите в группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!